Всем привет! Что бы произошло, если бы Ви из BTS внезапно надел простой браслет во время службы в армии? Сначала фанаты думали, что это просто обычный аксессуар, пока не выяснился удивительный факт. Браслет был частью секретной благотворительной кампании для детей по всему миру. Но реакция Чонгука удивила всех. Что означает золото? Несколько дней назад фотографии Тэхёна, пятая, и с BTS широко распространились в социальных сетях. Одной из деталей, которая сразу привлекла внимание, был простой черный браслет, обмотанный вокруг его запястья. Сначала армии думали, что это просто часть его униформы или личная вещь. Но оказалось, что браслет является символом секретного сотрудничества ВА с международной благотворительной организацией Global Child Foundation или Save the Children. Браслет является частью проекта «Браслет надежды», в рамках которого каждый раз, когда его надевает знаменитость, $10 тысяч жертвуются на образование и здравоохранение детей в зонах конфликта. Не обремененный особой роскошью, Пятый тихо участвовал с самого начала своей военной службы. Когда новость появилась, фанаты тут же заполонили хэштег YAT «Филантропист похвалами», назвав его молчаливым героем. Согласно официальному заявлению Global Child Foundation, Ви был одной из немногих знаменитостей, которые добровольно согласились участвовать в проекте без какой-либо рекламы. Он просто спросил: «Как я могу помочь, не делая это ради себя?» — сказал представитель организации. Его пожертвования были использованы на строительство библиотек в Южном Судане и вакцинацию детей в Йемене. Фанаты из разных стран начали копировать действия ВА, покупая похожие браслеты, в результате чего они были распроданы в течение 24 часов. ЮНИСЕФ даже опубликовал историю о положительном влиянии кампании под названием «Истинное искусство дарения без границ». Пока мир все еще был в восторге от действий ВАЙ, Чонгук преподнес не менее удивительный сюрприз. В разгар своего плотного военного графика он загрузил фотографию себя с тем же браслетом в своем личном аккаунте с короткой подписью «Хён, я здесь». Как оказалось, Чонгук не только носил браслет, но и лично пожертвовал $50 тысяч. Источник, близкий к BTS, рассказал, что Чонгук был вдохновлен Ви и хотел поддержать его, не привлекая внимания общественности. Однако, когда сослуживец случайно загрузил фотографию Чонгука, подписывающего чек на пожертвование, новость взорвалась. Как отреагировали фанаты? Истерично. ЧЖК и Ви — настоящие родственные души в доброте, написала одна армия. Этот факт привлек внимание корейских СМИ, которые подчеркнули, как редко знаменитости делают крупные пожертвования во время военной службы, тем более в тайне. Еще более трогательной эту историю сделало признание волонтера из Судана, который отправил открытое письмо ВА. Здесь дети сейчас поют «Winter Bear», держа в руках свои новые книги. Они сказали: «Тэхэн Опа обнимает через книгу». Мать из Йемена загрузила фотографию своего сына, на которой ему делают прививку, с подписью «Чонгук, мой сын, будет вечно петь тебе Dreamers». Знаменитый психолог доктор Ли Сумин объяснил, что поступки Вая и Чонгука были ярким примером тихого лидерства. Они используют свое влияние, не крича. Это создает положительный эффект домино, особенно для молодого поколения. По мере распространения новостей об их тайных действиях, это затронуло не только их поклонников, но и их сослуживцев. Солдат, служивший в том же подразделении, что и Вэ, сказал: «Он никогда не говорил о своих пожертвованиях или благотворительных проектах. Мы узнали об этом только после того, как новость стала вирусной. Это заставило нас всех задуматься». Отдельно военный командир Чонгука описал его как трудолюбивого человека, который заботился об окружающей среде. Он часто спрашивал, может ли он чем-то помочь, даже до того, как стало известно о пожертвовании, сказал тренер. Тот факт, что эти двое продолжали вносить свой вклад, будучи зачисленными в армию, укрепил имидж BTS как группы, которая не только успешна в музыке, но и в гуманитарной работе. Хэштег BTS Times Real Heroes даже стал мировым трендом после того, как журналист написал: BTS могут быть на перерыве, но их влияние никогда не прекращается. Другие знаменитости также отдали дань уважения. Ким Джон Кук назвал их реальным примером того, как артисты используют свою славу во благо. Пак Со Джун, лучший друг Ви,
выложил в Instagram Story черный браслет со смайликом в виде сердца. Короткое, но значимое проявление поддержки. Еще более удивительно то, что этот проект планировался давно. Сотрудник Big Hit Music рассказал, что Тэхён интересовался вопросами образования детей еще до своей службы в армии. Он сказал, что хочет сделать что-то, что будет иметь долгосрочное влияние, а не просто единовременное пожертвование, рассказали сотрудники. История стала еще более трогательной, когда девушка из Кении прислала видео, держа в руках подаренную книгу. «Спасибо, Тэхен Опа и Чонгук Опа. Я хочу быть певицей, как вы». Но как отреагировали другие участники BTS? Хотя они еще не появлялись на публике, говорят, что МР, Джин, Шуга, Джей Хоуп и Чимин выразили свою полную поддержку. Информатор заявил, что чат-группа Битси была заполнена гордыми сообщениями после того, как новость стала вирусной. Говорят, что некоторые из них даже начали искать способы поучаствовать в подобных проектах. То, что сделали Ви и Чонгук, напоминает нам, что доброте не нужна большая сцена. Обычный черный браслет, который носят тайно, теперь стал всемирным символом надежды. И за всем этим стоит маленькая история, которая не так широко известна. Судя по всему, идея браслета была навеяна разговором между Ви и фанатом на онлайн-фансайне. Арми из Филиппин рассказал, что его младшая сестра не могла ходить в школу, потому что помогала своей семье. Глаза пятого наполнились слезами, и он сказал: «Я обещаю, что сделаю что-нибудь». Оказывается, простой дизайн браслета имеет смысл. 3 тонкие, почти невидимые золотые линии символизируют надежду, упорство и безусловную любовь. Ценности, которыми Тэхён всегда дорожил. Представитель Global Child Foundation загрузил фотографию браслета крупным планом, которая сразу же стала вирусной. Тем временем Чонгук, который пошел по стопам Тэхёна в благотворительности, дал понять фанатам, что это не первый раз. В 2021 году они также сделали пожертвование жертвам наводнения в Бангладеш. Казалось, у них была химия не только на сцене, но и в помощи другим, написал аналитик Forbes. Эффект? Продажи браслетов выросли на 700%, возникло новое движение хэштег Small Accessory Big Change, и многие дизайнеры пожертвовали свои доходы на благотворительность. Военные также отреагировали. Сообщается, что эти двое получат специальные награды за свой вклад в вдохновение молодого поколения. Один из военных чиновников заявил: «Их поведение — прекрасный пример того, как знаменитости могут по-прежнему вносить вклад в общество, даже выполняя свои национальные обязанности».